Ахой, комрады! Доброго времени суток! С вами Муромец, и сейчас мы поговорим о новой экранизации очередной версии Батмана, а точнее текущего нашего 22 года. Прикол в том, что в силу некоторых событий американские киноделы решили наказать народ нашей страны тем, что отменили показы сего творения в кинотеатрах. Понятное дело, ищущий всегда найдет, и я таки сумел его поглядеть. Поэтому спешу поделиться своим мнением. А вы сами решайте, наказали нас отменой этого показа или наоборот, спасли от бессмысленно потраченных 3 часов жизни. Ну и да, не забываем про подписку и другие кнопочки под видео. 90% смотрящих их игнорируют, а алгоритмы Ютуба от этого на меня серчают. Ну и на случай, если доступ таки закроют, ссылки на другие соцсети в описании. Так вот, лично у меня фильм вызвал противоречивые чувства. С одной стороны, хорошая нуарная атмосфера старых классических детективов. С другой, клоун в резиновом костюме в качестве частного сыщика. Вот убери всю эту супергеройскую чепуху, и фильм станет вполне неплохим, но тогда на него не пойдут толпы хомячков, выращенных на поп-культуре комиксов. Дилемма. А ведь денег-то хочется. Поэтому имеем, что имеем. Батман ходит в своем резиновом костюме вместе со следователем по местам преступлений и пытается на полном серьезе в таком виде вести расследование. Так как авторы косят под старый нуарный детектив, в фильме большой перекос от экшена к разговорам и антуражу. Даже транспорт у него с закосом под ретро. Весь фильм гоняет на обычном мотоцикле и только в одной сцене расчехляет свой ретро-бэтмобиль. Как ни странно, но все самые глупые сцены связаны именно с супергеройской частью. Повторюсь, без этой части фильм был бы умнее и атмосфернее, но обо всем по порядку. Сделаю небольшой пересказ для тех, кому лень искать способы его посмотреть, но интересно, о чем там. Фильм начинается с того, что Батман нахваливает себя, рассказывая зрителю, какой он страшный и как все его боятся. Это всегда умиляет, самомнению ведь нет предела, эго раздуто до размера земного шара. Но нуарный жанр требует голоса за кадром, чтобы рассказать про кошмарный мир вокруг. А Батман не может себя и не похвалить. А в общем, все как обычно. Богатенький избалованный ребенок ночами шатается по темным улицам в резиновом костюме. А он реально резиновый, это видно в сцене, где он снимает шапку с ушами. Ну, понятно, шатается не просто так, он развлекается тем, что избивает местное население, потому что они имели несчастье родиться бедными, и им приходится заниматься бандитизмом за неимением других альтернатив. Тут все стандартно. Единственная мотивация у него немного стала другая. Он мстит преступности за своего отца, который в его понимании был святым человеком и пытался заботиться о городе. Ну, типа во время предвыборной кампании учредил благотворительный фонд для детей-сирот и пожертвовал туда $1 миллиард. Вообще, не корысти ради и не ради дополнительных голосов в свою пользу. Нет. События же начинают разворачиваться с убийством мэра. Убийца называет себя Загадочник, хотя мне больше нравилось, когда этого злодея звали Человек-загадка в исполнении Джима Керри в фильме «Бэтмен навсегда». Но Загадочник, наверное, правильнее. В английском это одно слово «Riddler», где «riddle» переводится как «загадка». Суть злодея в том, что он на местах преступления оставлял сообщения с загадками, тем самым манипулируя героями детектива. После мэра гибнет комиссар полиции, а затем исчезает прокурор. Все это время Батман бегает по городу как ужаленный и разгадывает загадки, которые вводят его вокруг криминальной группировки Фальконе. Он спокойно общается с Пингвином и самим Фальконе, зная, что они криминальные авторитеты, но избивать их почему-то его не тянет. То ли дело шантропа с улицы, этих можно метелить от души. Там же он знакомится с местной женщиной-кошкой. Вот честно, она меня не впечатлила.
Пока что круче Мишель Пфайффер женщин-кошек я не видел. Примечательна сцена знакомства. Селина пытается драться, но тут яркая иллюстрация правды жизни. Маленькая хрупкая женщина ничего не может сделать здоровому мужику. И я весь такой замер и думаю, да неужели? А в следующей сцене файтинга она уже уделывает мужиков гораздо крупнее Батмана. И восхищение пропадает. По ходу расследования выясняется, что все чиновники, попавшие под раздачу, были коррумпированы, а загадочник считает, что несет им возмездие, убивая и разоблачая их грязные делишки. В этом он подражает Батману, вот только тот 2 года бил мелких грабителей и хулиганов, а злодей, напротив, закусился на рыбу покрупнее. Тут мы подходим к одному из главных кретинских моментов фильма. Во время похорон одной из высокопоставленных жертв появляется заминированный прокурор и для сохранения своей жизни унижается, рассказывая себе правду. Вот только подельников выдать не решается и бомба на шее взрывается. Почему кретинский? В момент взрыва Батман стоял вплотную к жертве, держался за нее руками и орал в лицо. Надо ли говорить, что взрыв не оставил на нем ни единой царапины? Хотя, как минимум, нижнюю челюсть оторвать должно было, так как она не была защищена волшебным резиновым костюмом. Но это еще не все. Батман потерял сознание, и вместо того, чтобы отвезти его в больницу, полицейские везут его в участок. И там, в допросной, стоят и пялятся на него толпой, пока тот лежит на столе. Вообще, рядовые полицейские там выставлены классическими комедийными персонажами. Они там во всех сценах ведут себя нелепо. Почти все шутки из фильма сконцентрированы на них. Даже не знаю почему. Возможно, чтобы вызвать у зрителя к ним пренебрежение. Или чтобы Батман на их фоне выглядел гением. Тут уж тайна, покрытая мраком. Так вот, просыпается он на столе. На него смотрят мужики по кругу, как в меме с котами. Никто маску с него и не думал стягивать или забирать оружие и гаджеты. Начинается перепалка. Батман задирается на толпу мужиков в форме и их разнимает лейтенант Гордон, известный в качестве дружбана народного мстителя. Он такой выгоняет всех, мол, все уладит, и уговорит клоуна в костюме сотрудничать со следствием. Все это делает максимально неподозрительно. Как только все ушли, дает Батману ключи и просит дать по роже для отвода глаз. Ну, прям побег века. Никто б такое и близко не разгадал. План надежный, как швейцарские часы. Кинотеатр весь ржал над этой сценой. И это еще не все. Полицейский участок в Готэме – это долбаная башня Сарумана. Там этажей немерено. Недаром там коррупция процветала. Было на что деньги тратить. Залезает наш Батман наверх и прыгает вниз с парашютом. Да, у него все время с собой он был. Вот только тот цепляется, не раскрывшись за местную архитектуру, и герой бьется об машины и асфальт без повреждений. Встал такой, отряхнулся и похромал до дома, никому уже не нужный. Далее расследование приводит к семейству Вейнов, и сынуля выясняет, что папа, оказывается, не святой человек, что он был связан с Фальконе, и миллиарды у него в карманах явно нечестным трудом заработаны. Мальчик всю свою жизнь жил в иллюзиях, что если в колхозе лошадь работает больше всех, то рано или поздно она станет его председателем. Он даже ходил к главе мафиозного клана за ответами. Тот его принял как родного. Отец же спас ему в свое время жизнь, не говоря уже о совместном бизнесе. Наивный чукотский мальчик. Кстати, там же выяснилось, что мама Брюса в психушке лечилась, что объясняет его любовь к маскараду и резиновым ушам на голове. Похоже, что-то наследственное. Еще один твист касается женщины-кошки. Она делится с главным героем своей мотивацией на кражу денег у Фальконе.
Он ей эти деньги должен, потому что ее отец. Каково, а? Все алименты разом за 16 лет плюс пени. Она его на счетчик козла поставила. А Батман такой: блин, ну это ты правильно, так и надо. Но чур не убивай за это. Еще в фильме есть сцена погони за пингвином. Единственный, где засветился ретро-бэтмобиль. Наш герой, кверхдырой, пока за ним гонялся, буквально уничтожил городскую инфраструктуру, покрошил кучу невинных людей на дороге, а когда поймал, задал пару вопросов, получил ответы и оставил его в покое. И это при том, что перед началом погони он нашел в его машине труп девушки и кучу бабок. Этого более чем достаточно, чтобы за решетку усадить. Но нафиг нашему герою с главарями связываться. Лучше мелких хулиганов бить. И другого народного мстителя надо поймать, ибо не терпим конкуренции. В конечном итоге все дороги привели к Фальконе, как неожиданно. Оказалось, что папаня нашего героя, когда создал фонд, сделал его таким образом, что весь криминал города в нем деньги отмывал и зарабатывал там как не в себя. А потом еще и делить его между собой начали, устраивая разборки за кормушку. Папаша там, похоже, и попал под раздачу, но с деталями нас не знакомят, авторитеты только друг на друга тычут пальцем, а может и хулиган пристрелил по версии Дворецкого. Факт лишь в том, что Фальконе стал единоличным хозяином фонда, устранив всех конкурентов. Не могу не упомянуть название фонда. Реновация. Звучит знакомо, правда? В Москве было что-то похожее. Но все совпадения, естественно, случайны. Да, и содержание фонда интересное с точки зрения переложения на нашу действительность. Фонд предназначался для детей-сирот, коим, как выяснится, был загадочник. Но деньги из фонда детям так и не достались. По словам загадочника, много детей умерло в нечеловеческих условиях. Сам он тоже явно поехал кукухой, но нашел себя вместе. Добро всегда накажет зло, поставит на колени и зверски убьет. У нас вон тоже учредили похожий фонд «Круг добра», только не для сирот, а для детей с орфанными заболеваниями. Типа наши миллиардеры будут отчислять деткам на лечение. Вот только вместо помощи он начал работать строго наоборот. Есть такая болезнь — спинальная мышечная атрофия. Так вот, раньше люди могли собрать деньги и купить одно из самых дорогих лекарств в мире – Золгенсма. Один укол полностью излечивает младенца до 2 лет. Сейчас же просто так это лекарство купить нельзя, только через новоявленный благотворительный фонд. А там хоп, и комиссия из высокопоставленных врачей выносит запрет. Мол, у нас есть свой препарат, который дешевле, вот только он поддерживающую помощь оказывает. А это значит, на регулярной основе можно доить деньги с несчастных людей и их, самое главное, детей, которые просто хотят жить. И никого не волнует, что деньги уже собраны помимо фонда, что надо просто помочь малышу, купив лекарство. Нет, заработок дороже жизни младенца. Ладно, что-то я увлекся. Когда Батман выводит Фальконе из притона, тот получает пулю от загадочника, который своими загадками манипулятивно подвел к этому моменту. После свершения акта возмездия загадочник сдается, и фильм бы на этом надо завершить. А что, все хорошо, злодеи наказаны, Батман-марионетка в руках другого мстителя. При этом правильно загадочник ему говорит: мы команда, без тебя я до Фальконе бы не добрался. Надо было еще добавить, мол, ты бы так и бил хулиганов, если бы настоящий мозг операции тебя не вывел на крупную рыбу. Но хрен там плавал. Дальше мы видим идиотскую сцену файтинга во время покушения на нового мэра.
бандой фанатов Загадочника. Кстати, забавный был момент, когда полицейские залезли к злодею в компьютер и увидели, что тот вел блог, и там 500 подписчиков. Один из полицейских констатировал, глядя на цифру, что там все фрики и отморозки. Причем контекст был такой, будто он за секунду каждый аккаунт проверил, а не в ключе, мол, только отморозки могут на него подписаться. Кинозал лежал со смеху. Почему же идиотская сцена? Ну, потому что в Бэтмена там стреляют непрерывно. А он, как человек из стали, даже не замечает этого. В довершении всего он получает выстрел в упор из дробаша, и это его хотя бы повалило, но ненадолго. Он из последних сил воткнул в себя какую-то колбу с жидкостью, напоминающую мутаген из черепашек-ниндзя. Тут же вскочил и начал метелить с новой силой. Не иначе как Health Potion принял. Излечил все раны, читер. А потом пафосно вывел пострадавших людей из тьмы к свету, держа в руке факел. Символизм! Что я хочу сказать, атмосфера нуарного классического детектива мне понравилась. Но вот супергеройской идиотия там была явно лишняя. Если бы на месте чувака в резиновом трико был обычный частный сыщик, то смотрелось бы все гораздо лучше. Причем, если, как по классике, добавить ему проблемы с алкоголем и сигаретами, сделать жутким бабником, а местным копам добавить интеллекта, то будет вообще хорошо. Главного героя играет друг Гарри Поттера Седрик, ну или актер, известный женской половине как блестящий вампир из «Сумерек». Женщине-кошке можно прям реплики давать из того фильма. «У тебя есть какая-то тайна. Мне кажется, я знаю». А он ей: «Ну же, скажи это вслух». «Ты Бэтмен!» Смех смехом, но актер справился с ролью Эма в маскарадном костюме. Каждый раз, когда его почти разоблачили, усиленно бегал глазками. Явно годы тренировок в «Сумерках» не прошли даром. В целом же фильм смотреть можно, но у меня не получалось отделаться от мысли, что могло быть лучше без летучей мыши. Хороший фильм или плохой, решать вам. На мой взгляд, полная шляпа. Авторы в какой-то момент прямо говорят устами нового мэра, что Брюс Уэйн при наличии огромных денег ничего не делает для города. Это, я считаю, главная мысль фильма. Чувак для потехи бьет хулиганов, не трогает крупных мафиози и занимается самолюбованием. Мол, смотрите, как его боятся на улицах теперь. И это вместо того, чтобы попытаться, используя деньги и влияние, изменить порочную систему. Тот же серо-моральный загадочник на его фоне выглядит благороднее. Он за крупной рыбой охотится. В общем, обсуждать этот фильм можно долго, поэтому меня порадует ваше мнение в комментариях. Не забывайте про кнопочки. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.